Привет, я принцесса. Сегодня, друзья мои, расскажу вам свою версию скрытого сюжета всей серии FNAF. Получилось все очень интересно, поэтому слушайте внимательно. Эта версия основана на нескольких моих фактах, которые мне самой удалось найти. Обязательно ставьте лайки, друзья, если хотите видеть больше видео по этой игре. И давайте начнем с самого начала. В самой первой мини-игре, во второй части FNAF, мы видим, как розовый человек убивает свою первую жертву, душа которой вселяется в марионетку. Пока не ясно, кто такой розовый человек, но скорее всего является убийцей. И возможно, он как-то связан с этими пиццериями, так как он умеет перенастраивать аниматроников. Возможно, он является создателем этих аниматроников и раньше работал в этой пиццерии, но по какой-то причине его уволили. И теперь он совершает эти убийства, чтобы закрыть все пиццерии с аниматрониками, и в итоге, чтобы закрылась компания. Или же у него просто не все в порядке с головой, и он совершает эти убийства в свое удовольствие. Думаю, что все эти убийства совершал розовый человек, а фиолетовый вообще не виноват. И сейчас поясню вам свою теорию. Как мы знаем, первой жертвой розового человека был маленький мальчик, который находился возле ресторана. И, возможно, он был сыном фиолетового человека. Поэтому, когда фиолетовый человек узнает о том, что его сын исчез возле пиццерии, он заявил в полицию, но они ничего не нашли. Поэтому он сам решил найти своего сына и устроился работать в пиццерию, чтобы самому расследовать исчезновение своего сына. И значит, фиолетового человека зовут Джереми. Знаю, что многие задавались вопросом, почему же охранник не увольняется с работы. И теперь можно смело предположить, что он не увольняется, так как ищет своего сына. Также здесь есть еще одно предположение. Вы наверняка заметили, что когда аниматроники нападают на игрока, то видно, что они пытаются его убить. Однако марионетка напротив появляется так, будто хочет обнять охранника, так как внутри марионетки находится душа сына охранника, и поэтому она хочет обнять своего отца. Однако охранник об этом не знает и пугается. Но самая основная зацепка, на которой построена практически вся моя теория, находится в мини-игре про Мангл. Для удобства я составила полную карту этой мини-игры, и сейчас все вам объясню. Во-первых, обратите внимание на то, что в этой мини-игре сделан явный акцент на время суток. Как видите, за окном и снаружи можно увидеть луну. Это говорит о том, что действие мини-игры происходит ночью. Но так как пиццерия работает только днем, что же мне делает этот мальчик в зеленой рубашке и в синих джинсах? Мой вариант, друзья, что этот мальчик является вторым сыном охранника, а также братом ребенка, душа которого находится в теле марионетки. Ведь никто, кроме сына охранника, не может находиться ночью в пиццерии. Также в этой мини-игре мы видим марионетку, которая, скорее всего, находится в таком состоянии из-за того, что не может объяснить брату и отцу, что случилось на самом деле. Далее, переходим к первой части FNAF. Там охранник уже другой, и фиолетового человека мы там вовсе не видим. Но это не значит, что Джереми прекратил поиски своего сына, так как, судя по детским рисункам, в этой пиццерии он тоже бывал с детьми. А значит, Джереми продолжит поиски сына в этой пиццерии. И об этом мы узнаем как раз в третьей части FNAF. Скорее всего, розовый человек совершил в пиццерии из первой части очередное убийство. И Джереми, узнав об этом, отправился уже в закрытую из-за того случая пиццерию. Он уже был в курсе о секретной комнате, так как работал охранником в другой пиццерии. Поэтому начал искать своего сына в этой комнате. Далее из сюжетных мини-игр можно понять, что фиолетовый Фредди, который скорее всего является призраком, заманивает аниматроников в секретную комнату фиолетовому человеку. И когда аниматроники подходят, фиолетовый человек их разбирает в надежде на то, что внутри корпуса сможет найти своего сына. И когда видит, что внутри никого нет, отправляется обратно в секретную комнату. После того, как Джереми разобрал всех аниматроников, он, сам того не понимая, выпустил души детей. Естественно, когда он их увидел,
то очень сильно испугался и не знал, что делать в этой ситуации. Возможно, эти души просто хотели поблагодарить Джереми за то, что он их спас. Но от испуга он залез в костюм Спринтбони, чтобы спрятаться. И пружины костюма не выдержали. И Джереми, который ни в чем не виноват, который всего лишь хотел найти своего сына, в итоге превратился в Спринтрапа. Ведь если подумать, души детей – это всего лишь призраки. Они нематериальны и не могут ничего сделать человеку. Но, видимо, от того, что Джереми их испугался, все так получилось. И теперь, друзья, зная все факты, переходим конкретно к третьей части игры. В своих видео уже говорила, что этот мальчик из мини-игры является охранником в третьей части. И теперь эта теория подтверждается новыми моими фактами. Так как мы знаем, что когда он был ребенком, сначала исчез его брат, потом его друзья, и в итоге исчез его отец. И теперь, чтобы во всем разобраться, наш герой устраивается на работу охранником в этот хоррор-аттракцион. Именно поэтому он боится аниматроников и видит фантомы. Также его боится Мангл, так как он ее часто разбирал. Далее мы можем увидеть в игре настоящую марионетку, которая, скорее всего, ищет здесь своего брата, который и является нашим главным героем. И именно поэтому она появляется не как скример, а просто смотрит на главного героя, возможно, пытаясь ему что-то сказать. А теперь переходим к самому Спринтрапу. Наверняка многие заметили, что его скример какой-то слишком безобидный. Он просто подходит и смотрит на главного героя. Также частенько стоит за стеклом в офисе и улыбается. Такой милый. И иногда выглядывает из дверного проема и опять же, улыбаясь, смотрит на героя. Довольно странное поведение для убийцы, не правда ли, друзья мои? Он ведет себя безобиднее всех фантомов или аниматроников из первой и второй части. Ведь если они конкретно нападали или кусали главного героя, то Спринтрап просто подходит и смотрит. Ведь главный герой не знает, что внутри Спринтрапа находится его отец. Также он не знает о том, что в марионетке находится душа его исчезнувшего брата. Поэтому возможно, что Спринтрап вовсе не убийца и никогда им не был. Он всего лишь хотел найти сына, но по случайности превратился в Спринтрапа. И когда он увидел, что его второй сын работает охранником в этом аттракционе, он вовсе не хочет его убивать, а просто хочет объяснить ему, что он находится внутри корпуса этого аниматроника. Вот такое расследование лично я сама провела. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ведь на самом деле вариантов здесь довольно много, и никто не знает, как все было на самом деле. Надеюсь, выпуск вам понравился. Рассказывайте об этом видео всем своим друзьям и знакомым. Возможно, у них появятся варианты по этому поводу. Обязательно ставьте лайки, вступите в мою группу ВКонтакте, подпишитесь на мой счастливый канал и ждите следующих видео. Желаю успехов, до новых встреч!